Военные Беларуси срочно отправились в Россию. В Минобороны заявили о подготовке к войне. Спецслужбы Украины проверяют белорусов, чье указание исполняет Верховная Рада. Попытка ввести запрещенные товары из России закончилась скандалом. 7 лет за палец. Отправится ли рецидивист на фронт? В Беларуси прошли выборы. Кто победил на этот раз? Про эти и другие события уже сейчас в выпуске новостей на канале Нехта Плюс. Здравствуйте! Военные в Беларуси снова переходят в режим учений. 25 августа по 10 сентября ВВС и ПВО будут отрабатывать отражение воздушных атак, маневры зенитных подразделений, а затем отправятся на российский полигон Ашулук, где пройдут уже боевые стрельбы. Но этого оказалось мало. На отдельный полигон сил специальных операций отправили еще и журналистов с блогерами. Для них стартовал курс работы в условиях вооруженного конфликта. Пропагандистов будут учить стрелять, оказывать первую помощь, ориентироваться при работе РЭП и правильно двигаться по полю боя. Горячий конфликт на юге нашей страны, милитаризация с запада, размещение на границах с Республикой Беларусь различного рода вооружений, как правило, наступательных вооружений. Поэтому, как говорит наш главнокомандующий, мы всегда должны готовиться к войне. И мы каждый день к ней готовимся. И в этом нет ничего страшного. Так и быть должно. То есть теперь к войне в Беларуси готовят уже не только военных, но и тех, кто потом должен будет правильно про эту войну рассказывать. Сначала научат выживать под огнем, потом проверят на экзамене, а в финале еще и выдадут сертификат. Полный цикл. От полигона до эфира. Для белорусов в Украине могут серьезно упростить легализацию. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Его инициатором стал депутат Алексей Гончаренко, участник межфракционного объединения «За демократическую Беларусь». Предлагается ввести для белорусов, которые легально находятся в Украине, специальный интеграционный вид на жительство сроком на 3 года. Он позволит официально работать, заниматься бизнесом и пользоваться социальной защитой. После 3 лет проживания с таким документом белорусы смогут претендовать уже на украинское гражданство. Правда, автоматический паспорт никто не выдаст. Предусмотрены проверки спецслужб, а также экзамены по украинскому языку и истории страны. Важное уточнение. Это пока только законопроект. Верховная Рада за него еще не голосовала, поэтому никакие новые правила пока не действуют. Не только Россельхознадзор кошмарит грузы из Беларуси. Союзник отвечает тем же. Белорусские таможенники запретили ввоз очередной партии товаров из России. Сотрудники таможни остановили грузовик, который ехал в Гомель и перевозил около 21 тысячи единиц товара без необходимых документов. Речь идет о продукции, которая попала в ЕАЭС с нарушением таможенных процедур. Общая стоимость незаконно перемещаемой партии составила свыше 540 тысяч белорусских рублей. В Гомельской таможне в отношении индивидуального предпринимателя начат административный процесс по статье 13.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. То есть единое экономическое пространство единым, а без правильных бумаг российский товар дальше не едет. В Беларуси уже решили все собственные проблемы с сельским хозяйством, урожаями, ценами. Поэтому государственное телевидение переключилось на спасение американских фермеров. СТВ сообщает, аграрии в США якобы переживают тяжелейший финансовый кризис за последние 40 лет. Дизель подорожал более чем на 40%, фосфорное удобрение вдвое. Добавим засуху и низкие закупочные цены, и картина для американского фермера получается совсем безрадостная. Пропагандисты Лукашенко предупреждают, без масштабной господдержки потери производителей зерна в 2027 году могут превысить $30 миллиардов. А попытка Белого дома сдержать цены за счет импорта говядины якобы только разозлила местных фермеров. В общем, за американских аграриев на СТВ можно не переживать. В Америке за ситуацией следят внимательно. Вот только когда с таким же энтузиазмом на СТВ начнут считать проблемы белорусских аграриев? Ведь пока с богатого пух, то с бедного дух.
В российском городе невест Иваново белоруса Павла Сергеева приговорили к 7 годам колонии строгого режима за жестокое избиение жены. Все началось дома во время застолья. Мужчина стал тыкать женщине пальцем в лицо. Она предупредила: «Не тычь, а то укушу». В ответ услышала: «Ну, кусай». И действительно укусила его за мизинец. После этого Сергеев трижды ударил жену кулаком в лицо, а когда она упала, еще несколько раз бил ногами, в том числе по голове. У женщины диагностировали перелом носа, 2 ребер и серьезное повреждение грудной клетки. Скорую вызвала ее дочь. В суде мужчина признал только удары кулаком и пытался объяснить остальные травмы тем, что жена якобы сама упала. Суд этой версии не поверил. Ранее Сергеев уже был осужден за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека, а также имел другие неотбытые наказания. Поэтому из-за его прошлого срок получился особенно большим. Самое тяжелое в этой истории то, что, по словам родственников, он и раньше бил жену. Она писала заявление, но потом забирала их после извинений. И в этот раз простить его она смогла, а вот дети уже нет. Как думаете, как скоро он окажется на так называемой СВО? В Минске появился дорожный знак, который в соцсетях уже успели прозвать «Послали на все 4 стороны». На синем фоне изображен пешеход, а от него расходятся стрелки сразу в нескольких направлениях. На самом деле это знак диагонального пешеходного перехода. Когда для пешеходов загорается зеленый, автомобили останавливаются со всех 4 сторон перекрестка, а люди могут переходить дорогу не только прямо, но и по диагонали, по специальной разметке. В ГАИ о таком новшестве рассказали еще летом, но для многих минчан знак все равно оказался сюрпризом. Так что теперь на некоторых перекрестках можно будет официально идти на все 4 стороны. Главное, чтобы на зеленый. В Беларуси выбрали птицу 2027 года. Победила золотистая щурка. За нее проголосовали больше 2000 человек. Надеемся, итоги выборов подводили не Ермошин, а Скорпенко. Золотистая щурка – краснокнижная перелетная птица, которая постепенно осваивает Беларусь благодаря потеплению климата. А вот в Гомельской области на звание птицы года явно претендует петух, причем сразу 2. Там 55-летний дачник пытался через суд запретить соседу держать голосистых пернатых. Мужчина даже провел собственное исследование. Всего за 4 часа насчитал 108 кукареку, то есть примерно по одному каждые 2 минуты. Дело дошло до милиции, а потом и до суда. Но пока разбирались, петухи исчезли с участка и иск отозвали. Так что проблема самоустранилась. Чего не скажешь про самих петухов. А щурке повезло больше. Ее не выселяют, в суп не бросают, а наоборот собираются охранять. На этом у нас все. Берегите себя, подписывайтесь на Нехта Плюс, если для вас это безопасно. И не забывайте, иногда соседские петухи способны довести человека больше, чем политика. Увидимся вечером. До встречи.